Чему могут научить незаконченные картины нас, живущих в мире вечных черновиков? Мы перескакиваем с одного на другое, не давая этому даже как-то укорениться в нашей жизни. Новые места работы, как серия набросков, новые знакомства, как эскизы прочных отношений, даже отдых. Недолгое наслаждение, а скорее череда мгновенных впечатлений. Вся наша жизнь стала больше напоминать груды черновиков, которые как будто становятся свидетельством наших провалов. А что если все не так? Что если именно в этой нашей незавершенности кроется та самая живая связь с текущим моментом, которую мы так часто теряем? Сегодня через 3 картины мы поищем, чему нас учит эта незавершенность. Предлагаю вам не просто послушать мои рассуждения о картинах, но и поискать в них свои ответы. Давайте начнем. Начну с этой картины Айвазовского. Он ее не закончил. Это его последняя картина. И вот этот словно остановленный момент здесь обращается к нам с вопросом: а что дальше? Что было бы дальше? Как бы художник развивал дальше эту картину? Что бы здесь появилось, изменилось? Она становится для нас, знаете, таким словно пучком возможных реальностей. И незавершенность именно этой картины, она учит нас видеть потенциал. Причем видеть потенциал даже там, где на первый взгляд кажется, что уже все сказано. Потому что на первый взгляд может показаться, что картина дописана, но мы знаем, что это не так. И через диалог с этой картиной мы можем как раз-таки научиться видеть этот потенциал. Давайте попробуем это сделать через несколько вопросов. Как бы, например, мог двигаться дым в небе? Или как могла бы бликовать вода внизу от этого взрыва, от ветра? Вы знаете, мне еще интересен такой вопрос, который помогает мне не просто дорисовать картинку, а помогает мне именно погрузиться в ощущения от этой картины. На первый взгляд она производит впечатление громкой картины, взрыв. А что если поискать в этой незаконченности тишину? Для меня это тишина в городе, на том берегу. Я не знаю, дописал бы художник там какое-то движение, появилось либо там свет или какой-то огонь. Но сейчас этот берег очень тихий, словно он вообще не слышит этого взрыва. Там нет никакой реакции, словно он либо спит, либо вообще обезлюдил. И глядя на этот фрагмент картины, у меня в воображении на самом деле рисуется прям целый сюжет. Он развивается в настоящую полноценную историю. А мне интересно как раз исследовать вот эту тишину этого города. Что происходит там? Потому что на корабле мне как будто бы все понятно. Но город, незавершенность его, мне кажется, просто огромным потенциалом для моего воображения, для исследования этой картины. Вот так, разговаривая с этой картиной, мы учимся замечать новые смыслы и ощущения там, где все могло быть понятно и обыденно. Но на самом деле там может быть еще так много недосказанного, и пока рано переворачивать страницу этой истории. Если первый урок был о возможности, то второй о смелости.
смелости показать сам ход мыслей, ведь мы часто прячем свои черновики, стыдясь их неготовности. А эта работа — это даже не эскиз к какой-то картине, это всего лишь набросок Ван Гога. По сути дела, здесь мы видим как стоп-кадр мысли художника. Рука, которая, да, возможно, что-то держит или держала только что, стул, который, возможно, Ван Гог вот только что, да, где-то увидел. И, кстати, мы можем его увидеть в нескольких работах художника. И глядя на эту работу, на этот набросок, я предлагаю вам ответить на такой вопрос, который поможет нам тоже понять, чему нас учит незавершенность. Что в этом наброске, в его линиях, честнее, чем в завершенной картине? Да, здесь мы не видим чего-то законченного. Здесь нет контекста в этом наброске, да, здесь нет того, что объединило бы этих два объекта, никакого фона. Мы видим только пространство внимания художника, где он отобразил в моменте, да, то, что он видит, о чем он думает и как он это воспринимает. Но мы здесь точно видим честность поиска. И эта незавершенность в этом наброске, она как раз учит нас вот этому поиску, не стыдясь каких-то недоделок или неидеальных форм. Когда мы смотрим на завершенные картины, для нас не так очевидны следы этого поиска. Они закрыты слоями краски или вовсе стерты до нее. А здесь, в наброске, они обнажены, следы присутствия живого человека. Это еще одна незавершенная картина. Если в первой картине мы могли подумать, что она окончена, то здесь мы очевидно видим, что это не так. Художник оставил пустоты, и он не успел ее дописать при жизни. Она отражает процесс, живой процесс, не результат. И вот именно этому учит здесь незавершенность, тому, чтобы ценить процесс. Я вам предлагаю погрузиться в это и стать сотворцом этой картины. Попробуйте представить, что это вообще даже не картина, а музыкальный инструмент. И отдельные сектора, вот эти разноцветные, это ноты, а может быть даже какие-то мелодии. И как бы вы тогда переместили фрагменты, что-то бы добавили, изменили, чтобы эта картина зазвучала какой-то мелодией, которая вам близка, или, может быть, которую вы в данный момент прям слышите внутри себя или где-то рядом. Как бы вы отразили это через процесс в этой картине? Знаете, для меня здесь, в этой картине, я ощущаю такую мелодию, даже не именно мелодию, а именно звук пшеничного поля. Для меня вот этот желтый цвет, вот эти желтые квадраты, они очень сильно мне напоминают, именно почему-то вызывают ассоциацию с пшеничным полем, с пшеницей. И именно вот этот звук, когда колоски, они друг от друга бьются, вот это вот их движение на холсте, где-то крупнее, где-то мельче, где-то отдельно летящие зернышки уже из этих колосков. Вот оно все соприкасается, ударяется друг об друга, об землю, о черные квадраты, в небе. И вот это все для меня какая-то единая мелодия вот этого звука пшеничного поля. И у этой картины конкретное название, которое привязано к названию танца. Но для меня это танец колосьев. Для меня это движение ветра в поле. Вот так я чувствую этот процесс.
И мне не нужно окончание этой картины. Я хочу оставаться в этом движении. И мне было бы очень интересно узнать, какие звуки, какие мелодии услышали в этой картине вы. Как вы погрузились в процесс и сотворение вместе с этим художником. Делитесь, пожалуйста, в комментариях. Незавершенность учит нас видеть потенциал там, где кажется все решено. Быть живым, быть в поиске, не извиняясь за неидеальность. И ценить процесс, полюбить само движение, путь, а не пункт назначения. Но еще она словно говорит нам: ты всегда можешь вернуться к старому эскизу своей идеи или даже чувства и посмотреть на него новым взглядом. Не для того, чтобы что-то изменить или исправить, а чтобы продолжить диалог с самим собой.